Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать о моддинге клавиатуры Redragon K617 Fizz. Да, сегодня я отлично выспался по многочисленным просьбам, поэтому чуть больше похож на человека. Итак, предлагаю сначала вкинуть контекста о том, как эта клавиатура в принципе попала в мои руки. Один из моих товарищей посмотрел мое видео и решил, что его клавиатура звучит, мягко сказать, неудовлетворительно. Но стоит отталкиваться от ее цены, а это всего лишь 2500 рублей. Да, в то время, когда он ее покупал, она не стоила такого конского прайса, как сейчас, а это 3000 рублей. И честно сказать, она идеальный представитель дешевых клавиатур. Не в положительном плане. Отсутствие шумоизоляции в целом, не смазанные в стоке звенящие свечи и очень дешевый хот-свап. Чтобы достать свечи из этой ебутой клавиатуры, должны быть просто ебутые усилия, потому что хот-свап сокеты выглядят следующим образом. Это не Каил, это не GM или еще что-то подобное. Это просто металлическая втулка, в которую вставляется свич, которые просто сгрызают его, если вы посмотрите. Во, на свет. Оу, щит. Моему другу хотелось добиться более приятного звука у своей механики. Я дал попробовать ему 3 смазанных свеча в прямом сравнении. А это мои любимые Gateron Milky Yellow, стоковые переключатели от Redragon и MMD Cream V2. Ну и не станем забывать о бюджете моддинга, а это всего лишь 1500 рублей. И да, я бы сказал, этого вполне достаточно, ибо если вкидывать больше, отпадает какой-либо смысл без того бюджетной клавы. Единственное в таком случае, что мы можем поменять, это свечи клавы, потому что это основной источник шума во всем этом сэндвиче. И выбор его пал на MMD Cream V2 ценой в 1200 рублей за 70 штук. Из особенностей помпластик, что было довольно важно по той причине, что он позволяет добиться относительно глухого звука при печати или во время игры. Второй важный критерий, который я не озвучил ранее, это необходимость иметь такой же вес пружины, как у стандартных переключателей, а это около 45 грамм. Ну, разумеется, я конкретно скрасил себе дополнительный час времени тем, что мне было необходимо переделывать 5 пин в 3 пин. Не то чтобы я не знал об этом и о существовании в принципе разных пиновок, а скорее даже не задумался об этом. Рекомендую внимательно проверять все компоненты, которые вы покупаете, иначе по итогу вы просто потратите больше времени при сборке или моддинге клавиатуры. Но мы ведь с вами помним, что у нас осталось еще 3 сотни в бюджете, и их я пустил на смазку. Разумеется, докинул из своих, потому что расход смазки на 60% клавиатуру выходит, в районе 1 грамма. И вот как этот переключатель звучал до смазки и после смазки. Итак, по сути, по классике, по стабилизаторам Band 8 мод, Holy мод, обязательно Clip мод, так как в стоке стабилизаторы звучат просто как погремушки. А это, как говорится, не совсем приятно. Ну и также я проклеил посадочные места, так как стабилизаторы очень сильно качались в плейте. Для PCB я припас P-Foam мод, который заключается в том, чтобы положить на PCB слой тонкой пены, в которую обычно запаковывают саму клавиатуру. Также не стоит забывать вырезать на PE места под стабилизаторы, иначе вы получите прилипающий звук, который явно мало кому понравится. Ну и разумеется, я сделал тейп-мод изолентой по классике, проложил шумку из розового Фоамирана. Наверняка вы спросите, почему именно Фоамиран, а не какой-нибудь Paron или Evo или тот же самый AXPE. Вы наверняка слышали о том, что существует 2 вида звука у клавиатур. Цок, глухой звук нажатия, и клак, который обладает более звонким и отчетливым звуком нажатия. На звук влияет множество аспектов, таких как тип строения клавиатуры, материал, тип свечей, материал корпуса, плейта, а также то, что нас интересует сейчас, это шумоизоляция. И разная шумоизоляция обладает разным поглощающим эффектом. Ну так вот, Фоамиран не сильно глушит звук переключателя, однако значительно уменьшает гул в корпусе, что для этой клавиатуры просто необходимо. И ближе подходит к типу клак, что отлично подойдет для моего кореша, так как он играет в компетитив-шутеры и ему необходима некоторая жесткость в нажатиях для большего контроля действий. Если хотите близкий к научному контент о том, как тот или иной компонент механики влияет на финальный звук, напишите под закрепленным комментарием «хочу» или «не хочу». И я придумаю, как все это грамотно объяснить. Ну и давайте перейдем к финальному тайпингу. А так, на сегодня все. Было бы приятно, если бы вы поставили лайк, подписались, если это видео вам понравилось. А если нет, то я не понимаю, как вы это вообще до конца досмотрели. Ну и всем удачи!